Друзья, всем привет! За окном начало мая, очень классная теплая погода, а это значит, что мы проводим много времени на своей даче и начинаем распаковывать свои игрушки, которых у нас немало, ведь дача – это место для отдыха. Напомню, ранее я рассказывал вот про такой вот домик, который мы построили для дочки и подарили его на день рождения. Был, кстати, очень классный подарок. Еще из таких интересных игрушек у нас стойка для гамака, сделанная, опять же, своими руками. Делается все это достаточно просто. Качели и, конечно же, бассейн. Ну, бассейна еще нет, пока еще начало мая, но скоро поставим. Качели, кстати, мы покупали Ольса, это белорусского производителя качелей. И они у меня уже даже 3 года стоят на улице, и с ними ничего не случилось, не заржавели ни капельки. А стойку для гамака, как я уже говорил, мы делали своими руками, просто из дерева, которое валялось за сараем. Про это есть даже отдельное видео. И стоечка получилась очень даже классная. Ну и, конечно же, красоту во дворе мы поддерживаем вот такой вот газонокосилочкой. Это бензиновая газонокосилка Эко, модель LG633. Про нее я уже тоже подробно рассказывал на своем канале. Очень классная штука. У меня участок 23 почти сотки. И ровной, и неровной поверхности. Косит без проблем. Отличная покупка. Но сегодня мы поговорим конкретно про батут. Батут — это вот прям тема для детей. Он и игровая площадка, тут постоянно прыгает, скачет полдеревни, и как домик его дети тоже используют, залазят в него, сидят в нем. В общем, вещь очень классная. Батут мы купили, когда нашей дочери было 4 года. И каждое лето мы активно им пользуемся. За 4 года, кстати, батут Sundays, один из самых дешевых батутов, в принципе не пострадал и не развалился. Вполне нормальная покупка. Это очень классная тема, к нам приходит куча подружек, дети скачут, прыгают, в общем, всем весело. А в этом видео конкретно я вам хочу рассказать, как этот батут в принципе собирается. Ведь многие люди, допустим, перед покупкой просто не знают, как это делается. И в инструкции, кстати, не всегда понятно описывается. В коробке лежит конструктор, из которого мы все это дело и собираем. И в первую очередь мы начинаем, конечно же, с его основной круглой рамы, состоящей из 6 секторов. Они просто вдвигаются друг в друга, никакого болтового соединения здесь нет. Сдвинули все это дело в кружок, и оно держится. Дальше собираются ножки, подпорки, пока все это дело собирается вверх ногами. Мы берем сначала короткие балки и в них вставляем уже непосредственно П-образную ножку. Вот опять же просто все вставляется, без болтов. Кстати, как видите, ножки ржавые, но это не сквозная коррозия, а ржавые, потому что 4 года он просто стоит у нас на улице на земле. Мы его не убираем, он весь летний сезон стоит на улице. Следующим этапом мы будем крепить полотно к нашей основной круглой конструкции. И, кстати, что могу сказать? Раньше я думал, что это полотно это что-то наподобие какой-то резинки, но нет, это очень плотная ткань. И пружинит в данном случае в батуте не полотно, а именно пружины. Ну, полотно, конечно, немного подтягивается, но основа это, конечно же, пружинки. А пружины мы будем натягивать на раму вот таким вот специнструментом, который идет в комплекте с батутом. Рекомендую сначала натянуть 4 пружины крестом. После этого будет удобно натягивать все остальное полотно, потому что если просто начинать делать это все с одной стороны, то получится перекосы, и дальние стороны вам будет очень тяжело натягивать. А так вы натянули крестом, и потом центр каждый отдельно натягиваете. Ставить пружины – дело нехитрое, с двух сторон разные крючки. Полностью закругленным крючком мы цепляем за полотно, а который Г-образный, мы за него беремся вот этим специальным крючком, специнструментом, натягивая, вставляем его в округлую раму в отверстие. И вот так вот закрепляются все пружины. Итак, каркас и полотно собраны, основа собрана. Дальше будем делать боковые стенки и защиту для ножек. Защита для ног нужна обязательно, потому что, вы понимаете, дети не будут прыгать ровно по центру, они будут колбаситься по всему батуту. И чтобы ножки не попали туда в пружины, она обязательно ставится.
После начинаем собирать боковую сетку. Опять же, я видел, как люди собирают батуты и без нее, но с моей точки зрения тема необходимая, потому что дети с него просто улетают. И здесь уже пошли первые болтовые соединения. Эти столбики ставятся к ножкам и через два длинных шурупа скручиваются на бабочку и через такой специальный переходник уже непосредственно с ножками. Тем самым образуется цельная конструкция. Фактически это единственное болтовое соединение во всем батуте, но на 6 столбиков по 2 таких длинных болта полностью собирается вся конструкция. После этого она цельная и уже не будет ни трещать, ни разваливаться, никуда не уходить. А на столбики, чтобы дети не побились, сверху одевается специальная пенопластовая защита. Таким образом собираются все 6 столбиков по кругу. Ну, в нашем случае их 6. Если ваш размер батута будет больше, возможно, и столбиков будет больше. А в дальнейшем на них одевается вторая штанга. Она опять же просто вставляется. На нее заранее мы одеваем пенопластовую защиту и верхний грибок. Нужен он, чтобы защитить сетку, когда мы будем ее одевать, чтобы она не порвалась. Столбики целиком собраны. И дальше мы будем одевать на все это дело сетку, которая идет в комплекте. И вот и все. Батут готов к применению. Сетка натянута, полотно натянуто, все крепко собрано, скручено, скреплено, ничего не разваливается. Теперь можно и скакать. Сеточка же сама цепляется снизу за крючки полотна. Тем самым она хорошо натягивается и больше никуда не уходит. В целом, вам честно скажу, забава классная. Наш батут, который мы купили 2,5 метровый, он выдерживает по инструкции, по-моему, до 120 килограмм, поэтому и взрослые на нем нормально скачут. Перед тем, как запускать на батут детей, конечно же, проводим краш-тест самостоятельно. Прыгаем, скачем, проверяем, что все сделано правильно, ничего нигде не вылетит и не отвалится. Безопасность прежде всего. И после этого, конечно, уже запускаем нашу детвору. К нашей дочке приходит в гости куча подруг. И поверьте, колбасят они этот батут очень даже. Обычный рукастый человек собирает такую конструкцию реально за 15 минут, не больше. Ничего сложного в сборке батута нет. И раньше мы постоянно его разбирали и собирали, боялись, что может его украдут, когда нас здесь нет. Но после того, как повесили во дворе камеру, он у нас стоит уже 3-й год постоянно, когда полностью теплый сезон. Камера, кстати, на днях прошла хороший краш-тест. Слава богу, все осталось работать. Ну а про эту камеру было отдельное видео. Можете посмотреть по этой ссылочке. Камера реально класс. Она висит у нас уже 3-й год, вот здесь вот на сарае под крышей, и полностью наблюдает за нашим двором. Ну а по этой теме все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, начинайте свой летний сезон, а мы продолжаем. Всем пока!